Как вообще так вышло, что я, будучи программистом, решил сделать канал про отношения? Ну, кое-что случилось. Решение о проведении специальной военной операции. В миграции я уже 2 года. Ну и без пары иногда довольно грустновато. Я привык жить в одного, иногда это даже кайфово, но спустя время появляется ощущение, что что-то не так. Поэтому было принято стратегическое решение искать партнершу. Ситуация на рынке отношений среди мигрантов для парней не очень выгодная. Докладываю. По разным причинам переехало больше парней. Многие в процессе миграции еще и разошлись со своими половинками, которые, как правило, уехали обратно в Россию. В результате гораздо больше мужиков пытаются найти себе отношения. Welcome to the club, buddy. Девочки, если кто-то смотрит из России, подумайте. Лучше условий не бывает. Если вы хотите найти себе обеспеченного масика, котика, айтишника, то почти любая страна, в которую можно эмигрировать, даст вам почти неограниченное количество вариантов. Если вы сейчас не готовы или у вас нет возможности ехать в другую страну, искать свою любовь, то попробуйте в дейтинг-сервисах просто поменять локацию на желаемую и попереписываться. Уверен, что вы довольно быстро найдете кого-нибудь, кто оплатит вам билеты. Окей, ситуация с русскоязычными трудная. Ну, значит, надо ознакомиться с местными, правильно, да? Да что держаться за прошлое? В целом-то и всего и надо, что подучить язык местный, хотя кажется, что и это не обязательно, ведь многие говорят по-английски. Уходит по-французски. Если вы по-английски говорить не умеете, то, ну да, вам будет сильно сложнее. От слов к действию. Встаем с дивана и идем знакомиться. Куда? Кто мы такие, откуда мы и куда мы идем? В теории все просто. Идешь куда-то в интересное место, общаешься с людьми, немного смолтоки, немного хихи, немного ха-ха. Вот тебе социальные связи. Ну а где связи социальные, там и романтические недалеко. Ну, значит, встаем с дивана и идем. Вероятно, мы идем, потому что в 32 года навыки социализации уже не так хороши, как раньше. А в другой стране вообще непонятно, с чего и начинать. Давайте представим, что у вас встала задача найти себе партнера для отношений. Ну, и желательно не какого-нибудь, да, вот абы какого, а такого, чтобы вам, ну, было хотя бы интересно рядом находиться. Вот чтобы вот у вас какие-то интересы были общие, совместные, да, может быть, какая-то вот искра, может быть, какая-то проскочила между вами. Вот мимо проходили, вдруг раз проскочила. А куда вы пойдете? В библиотеку? В бар? На улице будете к людям приставать? Ну, удачи. Очень вам повезло. Если вы экстраверт и умеете легко заводить знакомства, ну, в любых обстоятельствах. Ну, если нет, то придется искать какие-то уникальные способы, которые подойдут именно вам. Я для себя нашел способы социализации на новом месте. Ну, например, работаю в коворкинге, где сама обстановка располагает к общению. Неожиданно пошел танцевать и нашел себе через это занятие много новых классных людей, но не партнера. Пока что. Ну, возможно, дело времени, конечно, но пока оффлайн в этом плане не слишком результативен. Пару раз знакомился на улице, да, было дело, но что-то дальше обмена контактами дело не пошло. Выборка должна быть большая здесь. Тут надо как-то очень много не стесняться отказов, наверное, не переживать, как-то не расстраиваться. Ну вот, это не так просто, как оказалось, особенно в другой стране. Excuse me, do you speak English? А, не, ну тогда хорошего дня вам. А значит, если дело не идет в оффлайне, то, Святозар, Святозар. короче, пацаны, девчонки, а также их родители. Я свечку не держал и за успешный успех разговаривать не буду. Но я решил серьезно заняться вопросом и перелопатил половину интернета в поисках самого правильного способа сделать анкету для дейтинга. Надо же когда-то уже устраивать свою личную жизнь, правильно? Так, что понял? Основной критерий успеха — это фотография, естественно. Потому что если фотография у вас не очень, ну, кто вам поставит лайк?
сразу нет, никто не будет даже читать ваше описание. Вот. Ну и остальные там процентов 5-10 это, наверное, конечно, описание. Если вы уже заинтересовали человека фотографией, да, конечно, ваше описание что-то там может дополнительно про вас раскрыть и вызвать какой-то интерес. Что решил? Стратегия посчитана до деталей. Посмотрел самые популярные сервисы в Сербии. Это Tinder и Bumble. Регистрируюсь на них с нуля, для того, чтобы мой старый профайл не влиял на анкеты, которые будут мне показываться. Плюс для новых пользователей всегда условия немного лучше. В первую неделю для того, чтобы вы купили подписку, вас поднимают наверх. Платную подписку я покупать не буду из принципа, потому что я не согласен. Это не гарантирует ничего. Я помню, что это игра, и цель этого сервиса не найти мне пару, а заработать на мне денег. Ну, если, конечно, сильно захотеть, можно и в космос улететь. Вероятно, если продать почку и отдать все деньги Тиндеру, то может и получится вырвать на 5 лайков побольше. Но моя задача все-таки показать, что эти сервисы вообще могут дать без допинга. Но так как фотки это главное, окей, сделаем фотки. Что хотят от них? Где максимально красивые, мои жизненные увлечения и статус. Простая одежда, желательно однотонная. Понятно. Что у нас вообще есть, чтобы показать себя с лучшей стороны? Мне далеко до модельной внешности, но хожу в зал. Форма некоторая имеется. Ну и мордашка симпатичная, говорят. На это и сделаем упор. Ну что, погнали. Сделаем не одну, а две анкеты с разными образами. Одна будет добрый парень. Такой вот весь из себя, значит. Добрый, хороший, приятный паренек. Нормальный пацан. В целом ничего, выглядит, какие-то вкусы, увлечения, что-то у него есть. Вот, и все у него хорошо. Вторая будет спортивный волкаут, да, мотоциклиш, вот это все. В общем, такой альфач, спортик. Не то, что прям совсем альфач, но какой-то красивый мужчина на мотоцикле. Вот, и хочется сравнить, что из них сработает, а что нет. Ну, так себе АБ-тест, конечно. Вообще, мне, конечно, ближе добрый парень. Но и образ спортивного чувака в целом не то, чтобы прямо выдуман с нуля. Поэтому, ну, тут без обмана, все честно. Сделал 3 фотосета. 3. 2 профессиональных. И один просто дал телефон, попросил друга поснимать с меня в костюме статус, показать статус. Типа я серьезный чувак, не связывайтесь, шутки плохи со мной. Фотки решил не ставить. Ну, видно, что понты на ровном месте. Приятный парень, мне прям нравится. Получилось в рамках этого образа даже немножко раскрыть фигуру. Ну, зря я в зал, что ли, хожу. Однако Тиндер сказал, что 3 фоток мало. Хочешь смотреть чужие фотки, добавь хотя бы 4-ю. Ну, окей. Добавил фото с собакой, говорят, что песики всем нравятся, и это как-то помогает. Мачо спортивный. Вышел довольно спонтанным, но вообще выглядит, конечно, секси. Единственное, что не на всех фотках с этой фотосессии меня прямо четко видно, поэтому пришлось поставить еще пару фоток из зала. Хотя говорят, что не надо так делать. Но в целом все равно решают первая и вторая фотографии. Если кто-то листает дальше уже, ну, значит, я, скорее всего, его заинтересовал. Поэтому я думаю, что это не так страшно. Светозар, Светозар. Ага. А как вообще оценить нормальность фотографий-то? Красивые они, некрасивые? Я поискал разные инструменты, которые есть для этого. Нашел вот один бесплатный сервис, может быть, кому-то пригодится. Он смотрит какие-то основные критерии, вроде соотношения пропорций лица. Ну и в целом, наверное, подойдет для того, чтобы отсеять прям совсем фиговые фотографии. Если вы сами еще не догадались, что они фиговые. Но пытаться через этот сервис найти какой-то бенгер, благодаря которому вам будут ставить лайки, ну, наверное, не стоит. Описание. Изучил как надо и как не надо. Шутки отбросил как потенциально проблемный вариант. Если вам кажется, что вы от природы юморист и просто сразите наповал вашего потенциального партнера знанием мемов, то подумайте дважды. Вероятность того, что ваши отсылки сработают, не очень высокая. Ну, а гуглить их никто не станет. Попасть в точку сложно даже на своем языке. А я еще сделал описание на сербском. Целюсь-то я в сербских девчонок. Так что решил не юморить без повода. При составлении описания хорошо бы держать в голове парочку моментов. Презентация о себе не должна быть скучной. Не пишите о работе. Указывать свои дипломы в алфавитном порядке не нужно. Ваши политические воззрения и прочие сомнительные темы лучше оставить чуть-чуть на потом. С сантиметрами, килограммами и прочими массогабаритными характеристиками лучше тоже не борщить. Можно, конечно, коротко подчеркнуть то, чем вы гордитесь, там рост или цвет глаз, но сводная таблица параметров вряд ли может кого-то заинтересовать. Следующий момент состоит в том, что неплохо бы представить, кто вообще
смотрит мою анкету. Возможно, открою секрет, но то, как вы составляете анкету, напрямую влияет на того, кого вы найдете. Поэтому важно представлять себе своего собеседника и попытаться представить, как он отреагирует. Особенно это актуально для девушек. Если вы делаете себе анкету с упором на откровенные фото, с описанием из 2 слов, то, скорее всего, и получите больше лайков от претендентов на секс на одну ночь. Если же на фото у вас будет образ нерда, в описании вы еще укажете список любимых аниме, то тогда, скорее всего, именно такого партнера вы найдете. Вообще визуализация помогает. Попробуйте, вам понравится. Я посмотрел несколько видео с обзором анкет в Тиндере и выиграл автомобиль. Выбрал, на мой взгляд, абсолютно беспроигрышный вариант. Это эмодзи-теги плюс 3 факта о себе. Эмодзи первой строчкой коротко дают что-то понять вообще о моих интересах, ну и что у меня за вайб. А 3 факта чуть подробнее раскрывают мою личность, если моего потенциального партнера уже заинтересовала моя анкета. Именно что не рассказывают обо мне все, а чуть приоткрывают завесу тайны. В идеале должно остаться чувство такой небольшой недоговоренности, некий флер загадочности. Ну а остальное я уже дальше буду открывать в процессе знакомства. Про себя выбрал такое. Жил в 5 городах. Хочу показать, что побросала меня жизнь, но я везде пристроился. Пошел в театр, чтобы справиться со стеснительностью. Это история про решительность и мою способность справляться с проблемами. Ну и третий факт. Это такой полурак, полушутка, Боюсь насекомых, но не боюсь гонять 200 на мотоцикле. Ну это, чтобы показать разносторонность и противоречивость моей личности. В конце еще добавил call to action. А именно, какие 3 факта она может рассказать о себе. А что, потенциальная заявка на начало беседы. Светозар, Светозар. Что еще я понял? Есть 2 важных момента. Первый. Старайтесь не лайкать всех подряд, иначе попадете в теневой бан. Сервис быстро понимает, что вы лайкаете всех подряд, без разбора, и помещает вашу анкету в конец очереди, благодаря чему вас, скорее всего, никто и никогда не увидит. Я решил лайкать только тех, с кем у меня прям реально могут получиться какие-то отношения. Слишком откровенные, не определившиеся, что хотят, ушли в дизлайк. И пополнили ряды тех, кто призван поддержать мой рейтинг для алгоритмов дейтинга. Некоторые было прямо жалко свайпать, ну что поделать, таков путь. Вторая важная вещь. Не превращайте процесс в напряг. Я и себе часто об этом напоминаю. Помните, что это всего лишь игра, ставки в ней невысоки, а выигрыш весьма призрачен. Ну и напоследок, пару слов с разделением на гендеры. Пацаны, имейте в виду все, что я сказал про фото и описание. Не перебарщивайте, пожалуйста. Делайте только то, что необходимо и достаточно. Имеет смысл где-то подсмотреть или придумать себе какой-то шаблон, скрипт того, что же вы будете писать первым сообщением, чтобы не тратить на это много сил. Держите в голове, что если партнерша вас заинтересована, то ваше общение начнется даже с банального «привет». А если не заинтересована, то будьте вы хоть Хемингуэем. Что бы вы ни написали, это никак вам особо не поможет. Девчонки, пожалуйста, четко определите требования. Кого вы ищете? Зачем? Это сэкономит кучу времени вам и вашему потенциальному партнеру. И, пожалуйста, переписывайтесь, давайте шанс на начало общения. Но не всегда получается подобрать нужные слова, какие-то правильные, с первого раза. Скорее всего, начало беседы в большинстве случаев будет вполне обыкновенным. Ну и будьте проактивными. Если парень вам понравился, ну дайте ему это понять. Помни, что пока ты ждешь инициативы и наводишь на себя ауру загадочности, ее не ждет кто-то другой. Все, больше у меня нет лайфхаков, о которых хотелось бы рассказать, поэтому показываю, что получилось. Регистрировал анкеты на разные номера, заходил с разных устройств, чтобы Тиндер не понял, что это один и тот же человек. В интернет заходил через Store, сначала через VPN, потом через Store. Все по фэншую сделано. Осталось лишь газануть на себе бабки. Светозар, Светозар. Bumble. Зашел сюда первый раз, ну и в целом сервис норм, но почему-то не дает выставить параметры для поиска. Я не понял. Я даже город не могу там выставить, поэтому он постоянно подкидывал мне девчонок из Белграда, до которого от меня 100 километров. Тиндер, ну, это мне знакомо, это мы знаем. Блядство, разврат, наркотики. Куча фейковых профилей, на каждое чьих требования оплатить подписку. А за что? Вас кто-то лайкнул? Отдайте-ка 40 евро, чтобы посмотреть, кто это. А что, если этот кто-то мне вообще не интересен? Ну, звучит как выгодная сделка. Вообще, по идее, тот, кто меня лайкнул, должен появляться наверху списка анкет. И если я просто буду свайпать постоянно, то рано или поздно я до этого человека доберусь, и у нас получится матч. Но в Тиндере почему-то этого не произошло ни разу.
Ну ладно, однажды я смахнул влево и увидел, что я упустил симпатию. Окей. Экстренное включение из 2025 года. Уже после того, как я записал и смонтировал видео, я заобщался с одной прикольной сербской девчонкой в Тиндере. Причем она напрямую написала мне, что ее заинтересовало именно мое описание. Именно мое описание, значит, оно было составлено неплохо, я надеюсь. Про этот конкретный кейс и остальной кринж, который произошел со мной в процессе дейтинга, я рассказываю в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылки в описании. В Bumble мне повезло больше. Он прислал мне уведомление, что кто-то поставил мне лайк. Я зашел в приложение, начал свайпать и сразу получил матч. Справедливости ради, надо сказать, что девушка написала мне и перестала отвечать после первого сообщения, так что радоваться особо тут нечему. Это что касается самих сервисов, теперь про анкеты. Это какой-то кошмар. Катастрофа. Адекватных, ну, с нормальными фото, описанием, ну, 5%. Девчонки, пара замечаний. Хотя я думаю, у пацанов там тоже не особо лучше. 4 одинаковых селфи, еще и, как правило, с полузакрытым лицом. Ну, это... Ой. Болт на свою анкету кладете вы, а листать и смотреть это все почему-то должен я. Описание вообще потрясающее. На Бамбле я, например, нашел такое. Исчерпывающее, вопросов нет. У обоих сервисов есть фича «Интересы». Это что-то вроде тегов, которые ты выбираешь при составлении анкеты. И некоторые теги почему-то встречаются довольно часто. Вот, например, подскажите мне, джин-тоник – это что за интерес? Это сработает, наверное, только в том случае, если у меня интерес водка. Я целую неделю тратил примерно по часу в день, ставя лайки во всех своих аккаунтах, и нашел это занятие довольно утомительным. Хотя я действительно стремился сделать это легким занятием, в какой-то момент я постоянно обнаруживал себя непонимающим, почему я должен тратить время для того, чтобы различить, это вообще фейковый аккаунт. Если нет, то есть ли в этой анкете вообще хоть что-то интересное? Если есть, то а нравится ли она мне настолько, чтобы поставить лайк? Ну и так далее и тому подобное. Это прям скучно, это монотонная работа. Сидишь, скроллишь одно и то же. Иногда попадаются тупые шутки, благослови Господь тех, кто их пишет. Светозар, Светозар. Результат. Есть какие-то лайки, но они закрыты завесой тайны в виде покупки долбанной подписки. Было несколько матчей, но после пары фраз диалог дальше не пошел. Это норма для большинства подобных переписок, здесь не стоит ожидать чудес. Из интересного. Анкета «Спортик» набрала гораздо больше лайков, чем анкета «Хорошего мальчика». Ха-ха, шах и мат. Выпендривайтесь, пацаны. Они говорят, что понты не любят, но лайки ставят. А вообще, наверное, главный вывод, который я сделал за это время, это то, что вся эта механика проклята. Цирк с конями. Почему мне не нравится дейтинг-приложение? Ну, видимо, потому что я не попадаю в 15% счастливчиков, которые получают все лайки. Ну или в 5 даже. Остается ждать у моря погоды, что-то покупать подписки, тратить время на свайпание, лайканье, непонятно чего и непонятно зачем. Светозар, Светозар. Какие выводы? Да что тут сказать? Разочарование в дейтинг-сервисах абсолютное, вот от слова совсем. Я, может, и не Брэд Питт, но и не такой уж страшный, чтобы совсем не заслуживать любви. Поэтому вижу два выхода. Либо выходить из зоны комфорта все-таки и знакомиться оффлайн, приставать ко всем, кто понравился, буквально. Когда-то стрельнет. Оно и должно стрельнуть-то один раз, буквально. Либо придумывать свои форматы знакомства онлайн, которых на рынке еще почему-то нет. Чтобы наверняка займусь и тем, и тем. Есть у меня пара идей, поэтому подпишитесь на канал. В следующих видео мы с вами продолжим экспериментировать и пытаться себе найти партнера в другой стране. Увидимся.